Всем привет, дорогие друзья! Сегодня представляю вам мой новый авторский кулич «Сакура». Это не просто пасхальная выпечка, это нежность, весна и эстетика в каждом кусочке. В основе мягкое, ароматное, сдобное тесто с апельсиновыми цукатами и клюквой, а внутри воздушная зефирная вишневая начинка, которая приятно удивляет при разрезе. Сверху глазурь из яблочного зефира и изящные цветы из вишневого, напоминающие цветы сакуры. Этот кулич не только вкусный, но и очень красивый. Он станет настоящим украшением пасхального стола и запомнится надолго. Рецепт приготовления теста смотрите в предыдущем видео. Ссылку на него оставлю в описании. Мои куличи я буду делать особенными. Я их буду делать с начинкой из зефира и сверху также буду украшать зефиром. Вырезать серединку у кулича можно только после того, как он полностью остыл. Вырезаем очень просто. Прямо посередине. Прорезаю ножом. Вот такой квадратик. Но, конечно, это зависит от того, сколько начинки вы хотите добавить в ваш кулич. Аккуратно достаю тесто. Вы только посмотрите, какое оно воздушное, какое великолепное тесто получилось. Конечно, кусочек теста я здесь отрежу. Вот эту шляпку оставляем, потом закроем начинку сверху. И, конечно, изнутри надо еще достать тесто, чтобы начинки было чуть побольше. Поэтому я вот так аккуратненько ножичком достаю. Вот такое углубление у меня получается. И вот сверху остается вот такая шапочка. Ну и таким образом вырезаю сердцевину у всех куличей. Для приготовления зефира мне понадобится как видите, здесь у меня ингредиенты как бы поделены на две части. Эта часть идет для приготовления ягодного сиропа с агар-агаром, а эта часть для того, чтобы взбить белки. В первую очередь погружным блендером я измельчу вишню. Вишня у меня подмороженная, так она очень хорошо измельчается. Посмотрите, какое однородное вишневое пюре получилось. Фактически здесь даже не видно никаких кусочков кожицы. Конечно, если вы хотите, пюре это можно протереть через сито, но я не рекомендую это делать. Оно и так получается очень однородное. И если вы будете протирать его через сито, тогда вам понадобится использовать больше ягод, потому что всего понадобится 200 граммов пюре. И перед тем, как начинать готовить зефир, надо все подготовить. Я подготовила кондитерский мешок, куда буду выкладывать зефирную массу. Также я включила разогреваться духовку на 70 градусов. Духовка у меня должна быть теплая. В нее я буду ставить ту зефирную массу, с которой я не буду работать, чтобы она была теплая и не застыла. Таким образом, с зефирной массой, которая стоит и нагревается, вы можете работать часа 1,5-2. Зефир не застынет. Теперь я взобью белки. Добавляю щепотку соли. Также сразу добавляю щепотку лимонной кислоты и начинаю взбивать. Только после того, как появилась вот такая легкая пена, начинаю постепенно всыпать сахар и взбиваю белки до крепких пиков. В белки я добавляю 150 граммов сахара. Очень часто сразу взбивают белки и одновременно с этим варят сироп. Мне так неудобно. Я уже приспособилась и сначала взбиваю белки в крепкие устойчивые пики, а затем варю сироп. Белки за это время совершенно не опадают. Сейчас белки отставляем в сторону и будем варить сироп. Для варки сиропа лучше всего использовать сотейник с толстым дном и высокими бортиками. Поставила сотейник на плиту, всыпаю сахар, добавляю агар-агар, вливаю воду и добавляю вишневое пюре. Рецепт этого зефира невероятно простой, без уваривания ягодного пюре. И фактически этот зефир можно готовить и без термометра, и обычным ручным миксером. Все получается. Сейчас эту массу доводим до кипения. Если у вас нет термометра, тогда варите ее после того, как она активно начнет кипеть, ровно 5 минут. Если у вас есть термометр, варите до температуры 105-106 градусов.
Посмотрите, какой однородный сироп получился. Фактически нет никаких вкраплений кожицы с вишни. Очень однородная масса. Пробивайте вишню именно когда она замороженная. Обязательно сироп немного помешиваем, чтобы агар-агар не пристал ко дну. Сироп начинает кипеть. Делаем огонь немного тише. И сразу же включаем таймер на 5 минут. Я включила таймер. И также у меня есть еще градусник, так что я буду измерять еще градусником и смотреть по времени. Обязательно немного помешиваем. Вы видите, когда сироп закипел, как он высоко поднимается. Это именно из-за того, что здесь есть агар-агар. Поэтому лучше использовать сотейник с такими высокими бортиками. Белки заранее взбили, поэтому можно не отвлекаться от сиропа. И все время его немного перемешивать. У меня пошла уже последняя минута, и я сейчас проверю термометром, какая температура. 106 градусов. Снимаю сотейник с плиты, и у меня как раз уже заканчивается 5 минут. Сироп я еще раз перемешиваю, чтобы агар-агар хорошо размешался. Начинаю взбивать белки и тонкой струйкой вливаем в белки и взбиваем. Старайтесь не наливать сироп на венчики миксера, чтобы он не разбрызгивался по миске. Продолжаем взбивать. Как понять, что зефирная масса уже готова? Она сильно увеличивается в объеме, становится плотной, уже не горячей и начинает наматываться на венчики, и образуются вот такие пустоты. И вот только теперь можно остановиться и прекратить взбивание. Зефирная масса готова. Посмотрите, какая она устойчивая, хорошо держит форму. И сейчас, конечно, не мешкая, надо с этой массой начинать работать, так как зефир застывает очень быстро при температуре 40 градусов. Вот так вот еще немного все перемешиваю, очень активно, пока ничего не застыло. Вы видите, какая красота получилась. Теперь часть массы я перекладываю в кондитерский мешок. А остальную зефирную массу я отправляю в теплую духовку при температуре 70 градусов. Срезаю с кондитерского мешка носик и наполняю зефиром куличи. Плотненько так, хорошо наполняю. И закрываю шапочкой. Наполняю следующий кулич. Старайтесь так хорошенечко, чтобы не было пустот. И последний кулич. Я наполнила куличи начинкой. Для приготовления яблочного зефира мне понадобится в первую очередь подготовлю яблочное пюре. Очищенные яблоки отправляю в чашу блендера. Всего мне понадобится 200 граммов яблок, уже очищенных. Выдавливаю сок лимона, где-то примерно столовую ложку, чтобы была такая небольшая кислинка. Пробиваю все погруженным блендером до однородного пюре. Я не буду одновременно взбивать белки и варить сироп. Я сначала взобью белки. Вливаю их в миску. Здесь у меня 60 граммов яичных белков. Это 2 белка от средних яиц. Добавляю соль и добавляю щепотку лимонной кислоты. Взбиваю миксером. Когда появилась вот такая белая пена, начинаю постепенно добавлять сахар и взбиваю белки до крепких устойчивых пиков. Сейчас миску с белками отставляю в сторону. Сотейник с толстым дном и высокими бортиками ставлю на плиту. Всыпаю сахар. Добавляю агар-агар, вливаю воду и добавляю яблочное пюре. Перемешиваю.
Жду, когда масса начнет активно кипеть. И с этого момента засекаю ровно 5 минут. Массу я все время перемешиваю, чтобы агар-агар не пристал ко дну. Также этот сироп можно варить до температуры примерно 105-106 градусов. Сироп готов. И теперь горячий сироп еще раз перемешиваем и тонкой струйкой вливаем в белки и взбиваем. Старайтесь не наливать сироп на венчики миксера, чтобы он не разбрызгивался по миске. По мере взбивания масса становится пышной и воздушной. Как понять, сколько взбивать массу? Должны потом образоваться вот такие пустоты. То есть масса получается уже настолько густая, что венчики уже не проворачиваются. Она очень плотная, невероятно плотно держится на венчиках. Зефирная масса готова. И теперь можно с ней работать. Посмотрите, какая белоснежная, красивая зефирная масса получилась. И я ее сегодня использую в качестве глазури для моих куличей. Покрываю их сверху глазурью. Прямо так щедро намазываю лопаткой. Эта глазурь хорошо застынет, потому что это на самом деле очень плотный и густой зефир. Быстренько украшаю глазурью. Зефирную массу перемешиваю, чтобы она не успевала застывать. Если вы чувствуете, что масса начинает уже застывать, поставьте ее ненадолго в духовку теплую. Зефирную массу перемешиваю, и сейчас я ее отправлю в духовку. Подготавливаю кондитерский мешок. Я использую вот такую насадку, номер 122. Я взяла чистую миску, и эту миску я подогрела в микроволновке. Она у меня сейчас такая горячая. Можно, если хотите, если у вас духовка большая, можно ее поставить в духовку рядом с зефиром, чтобы она была теплая, эта миска. Я достала из духовки вишневый зефир. Активно его вот так вот перемешиваю, чтобы выпустить воздух. Как видите, он не застыл. Выкладываю часть зефира в эту теплую миску. И теперь беру белоснежный яблочный зефир, также его перемешиваю. Я его также достала из духовки. Добавляю его к вишневому и немного перемешиваю. Я хочу сделать такие небольшие разводы. Не надо перемешивать прямо активно. Я хочу, чтобы были на цветах вкрапления и белого, и розового. Перекладываю массу в кондитерский мешок. Миски с зефирными массами ставлю обратно в духовку. И теперь начинаю украшать куличи. Насадку берем вот этой толстой стороной вниз. И вот таким образом я выдавливаю вот такие лепестки. При помощи этой насадки очень легко делать вот такие лепесточки. Вначале нажимаете, потом убираете нажим и отрываете насадку. Делаем лепесткам несколько слоев, чтобы была вот такая воздушность. Отступаем немного и делаем еще цветочки. И вот таким образом я буду сегодня украшать мои куличи. Такой очень весенний, красивый декор. Можно сказать, настоящая сакура расцвела на моих куличах сегодня. Обязательно придавайте цветам такую многослойность. Тогда они будут смотреться великолепно. Я достала из духовки мой белый яблочный зефир. Перемешиваю, чтобы убрать вот эти пузыри воздуха, которые образовываются, когда зефир стоит в тепле. Немного зефира перекладываю в чашку, которую я также подогрела. И я хочу сделать желтые тычинки у цветочков. Добавляю немного куркумы и хорошо перемешиваю. Можно, конечно, использовать и гелевые красители. Капните пару капель. Еще немного добавлю, чтобы цвет был поярче.
Ну, вот такой желтенький цвет у меня получился. Он, конечно, не такой насыщенный, как от красителя, но вполне меня устраивает. Перекладываю в мешок. Срезаю такую очень маленькую дырочку. И теперь у моих цветочков делаю серединку. Вот таким образом вытягиваю эти тычинки. Можно их делать покороче, подлиннее, как вам больше нравится. У меня нет зеленого красителя, но у меня есть вот такие горошинки, бусинки для украшения зеленого цвета. И я их вот так вот немного разбросаю сверху. Они у меня есть разного размера, будут имитировать лепестки. Не надо много, совсем чуть-чуть. Ну вот, друзья, вот такие куличи у меня сегодня получились. Конечно, они очень красивые и, я уверена, невероятно вкусные. Сейчас их надо оставить, чтобы полностью застыл зефир. У меня прошла ночь. Посмотрите, как выглядят куличи. Зефир полностью застыл. Эти куличи легко перевозить. Снимаю бумагу. Куличи такие легкие, воздушные, несмотря на их довольно большой размер. Вы только посмотрите, какая прелесть получается. Внутри вишневый зефир и вот такое великолепное тесто. Очень пышное и воздушное. Как это вкусно! И, друзья, если у вас возникли вопросы, что я сделала с оставшейся зефирной массой, я объединила яблочный и вишневый зефир и вот сделала вот такие зефирки. Это уже я склеила половинки. Зефир также прекрасно украсит праздничный стол.